И вот уже который день себя на мысли ловлю, что я ее, понимаешь, просто люблю. Сибирская коллекция. Просто люблю. У меня было ощущение, что меня изнасиловали в ухо. Эшкере. 12 косарей за треники с лампасами. Эшкере. Сука, репетировал? Эшкере. Эшкере. Эшкере, теперь эшкере. Шкере. Да, конечно, эшкере. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Эшкере. Для тех, кто не понимает, что происходит. Раз. Я курю, и мне похуй, я бухаю, и мне похуй, жру таблетки, и мне похуй, трахнул суку без гондона. Два. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Три. Эшкере. Я очень хочу поговорить с тобой про поколение Z. Про вот этих вот всех детишек и прочую русскую молодежь, которая слушает тебя. Чем они живут, как они живут и почему им нравишься ты. У тебя есть гипотеза, почему ты так популярен у малолетних жителей Святой Руси? Мне кажется, наверное, потому что я просто показываю жизнь такой, какая она есть в этой стране у молодежи. Они, к сожалению, жрут таблетки, и им похуй. Так. Курят, и им похуй. Бухают, и им похуй. Трахают сук без гондона, и им похуй. Трахнул суку без гондона, и мне похуй. Поэтому им и нравится это слушать. Ну смотри, вот одна из картин, которую зафиксировал первый касательно рэпера Фейса, какой-то твой лайф в Лукине или в каком-то другом месте, полный зал детей, ну очень молодых ребятишек, в основном девочек, 12-14 лет, и ты, который читает, что я трахнул суку без гондона. Этим детишкам до гондона еще лет 5. А до без гондона, может быть, даже еще и больше. Ну да. Тебе не кажется немножко странным происходящее в этой связи? Они кайфуют от того, что ну прям совсем не их, не про них. Ну, как сказать, мне кажется, что сейчас жизнь такая пошла, то, что это уже и про них в таком возрасте. У меня было немного по-другому все-таки, но чем дальше, тем все хуже с этим планом. Поэтому, возможно, это про них все-таки, поэтому они от этого и кайфуют. У тебя есть объяснение, почему у нынешней молодежек, блядь, как мне неловко произносить это слово, но тем не менее. Кстати, никогда еще в Вдуде не было такого молодого гостя. Фейсу 20 лет. И я после этого впервые проверю стул на предмет того, не будет ли песка под моим стулом после этого эфира. Спасибо, Юра, мам, привет. Объясни, у тебя есть объяснение, почему у нынешней молодежи настолько востребованы вот все эти мемы про «трахнул суку в Мерсе», про «жуешь мой хуй, как будто бургер». Почему? Почему их прет? Почему Да не втыкает? знаю, мне кажется, у молодежи всегда есть такое желание что-то запретное сделать, что-то запретное обсуждать, что-то такое дурное и все такое. Где-то в какой-то обстановке, где нет их родителей и так далее. Интернет — это самое подходящее место, я считаю, для этого. Самая малолетняя фанаточка, которая пыталась тебя склеить? Ну вот прям конкретно, когда это было не просто вот такое воздыхательство, а когда в этом уже сквозила сексуальная энергия. Блядь, лет 12-13, наверное. Было ужасно. Ну, типа, в директ скидывают всякую дичь, и я поэтому стараюсь не читать. Ну, типа, ты можешь просто зайти, и там реально какое-то детское порно, блядь. И я просто думаю, ебаный рот, за что я это заслужил, что я делал, блядь. То есть они просто свои фоточки бросают? Да, могут и так. Я просто понимаю, что это ну, ребенок, блядь. Я думаю, what the fuck, какого хуя. Самая неожиданная реакция, которая прилетала тебе от взрослого на твое творчество? О, Неожиданный респект. неожиданный респект. Неожиданный обсер. А Оксимирон, ты взрослый человек? Весьма. Оксимирон, кстати, старше меня даже, по-моему. Но он было неожиданно довольно, когда он мне, так скажем, салютнул. Я это оценил и подумал, о, круто, классно. Легенды рэпа в России. Как ты относишься к Оксимирону? Да положительно, на самом деле, в целом, более или менее, потому что человек сделал очень много, я считаю, для рэп-культуры в этой стране, и он реально хороший МС, просто без вопросов, но, мне кажется, он немного потерял себя в какой-то момент, и, слава богу, появился Слава КПСС. Здорово, Славик. Антихайп. Почему он потерял себя? Ну, я не знаю, мне кажется, большие артисты у нас иногда начинают как-то немного зазнаваться и искать, ну, типа,
эскапизм в наркотиках каких-нибудь или еще что-нибудь таком. Как-то уходить от реальности, потому что жить реально очень сложно, когда ты известный. И когда люди начинают этим всем страдать, то у них все идет немного на спад. Но я верю в Оксимирона, я думаю, у него все получится. Ты говорил, что детей в России воспитывают плохо. Во-первых, что ты имеешь в виду? Да я имею в виду то, что вообще везде их на самом деле воспитывают плохо, потому что им просто не дают воспитания. Ну, я это сужу по себе, потому что в целом почти всех детей в стране так воспитывают. И знаешь, вот как? Типа, никакого морального воспитания, никакого, так скажем, совета, ничего толком родители не дают. Они не умеют дружить с детьми. Они считают это просто так, что я тебя родил, я тебя кормил, я тебя одевал, и все. Я тебя вырастил, считай, я тебя воспитал, все, иди нахуй. На самом деле, блядь, это вообще нихуя неправильно, потому что если ты, так скажем, создал чью-то жизнь, то ты должен за ней следить не меньше, чем за своей. Ты должен, блядь, не только внутри себя общаться с самим собой, ты теперь должен еще и с ребенком постоянно общаться, разговаривать, вытягивать из него всю хуйню, которая в нем сидит, если она в нем сидит. Все. Делать что-то с этим. Но воспитывать детей плохо. А вот расти на треках Фейса — это хорошо. Понимаешь, как бы я не считаю, что мои треки — это что-то плохое. Во многих моих треках заложены социальные проблемы, я сейчас говорю без сарказма, типа, которые я подаю с неким сарказмом, но люди этого не понимают. Именно в той части творчества, которая про бургеры и так далее и тому подобное. Это не только просто смешной рэп, это еще и музыка, через которую я хочу что-то передать, но люди пока что этого не понимают, и когда-нибудь да поймут, наверное, когда я умру как Цой. Ну да ладно, похуй. Пока я буду это рассказывать через интервью и так далее, поэтому я могу сказать, что именно треки про в стиле «Мне похуй», бургер и так далее и тому подобное, это треки, как я жил, как я отчасти живу, но как не надо жить. И именно это я хочу донести через эти треки, так скажем, развлекательные в конечном итоге. Но люди этого не понимают, и правильно, ну, типа, как сказать, это нормально. То есть, типа, я же им не говорю в этих треках, там, то, что вот, я хочу до вас это донести, чуваки, и все такое. Но генерально вот это все стёб? Это все в половину. То есть именно вот эта часть моего творчества, она в половину. То есть это в половину стёб, в половину не стёб. Как бы я почти все свои, ну, нет, все свои треки почти полностью реально проживал, типа, либо проживаю сейчас, либо буду проживать в дальнейшем, именно составляющую тексты и так далее. Поэтому это отчасти не стёб. Но с другой стороны, конечно же, это стёб, потому что я делаю такой тупой трэп, с целью того, чтобы высмеять тренды и все такое. Но это смешно, просто люди слушают тупейшую музыку. В чартах зачастую попадает просто тупейшая хуйня, просто тупейший трэп, где просто несут полную хуйню. Поэтому я как бы высмеиваю это все немного. У человечества есть несколько вопросов, которые волнуют абсолютно всех многие-многие годы. Один из этих вопросов. Кто придумал пельмени? Существует 3 более-менее правдоподобные версии. Китайцы. По легенде, в первоначальном виде пельмени придумал китайский доктор Чан Чунцзинь в лечебных целях от, вы не поверите, обморожения ушей. Больной съедал пару лепешек из теста с мясом внутри. По форме эти лепешки напоминали ухо. Запивал все это дело бульоном, кровь начинала циркулировать быстрее, и через 2-3 дня он шел на поправку. Древние греки. В трактате Платона «Пир» упоминаются кусочки мяса, завернутые в горячую лапшу. Угрофины. Этимологически самая правильная версия, потому что в угрофинских языках есть слово «пельнянь», где «пель» — это ухо, а «нянь» — хлеб. Что бы там ни было с происхождением, самое большое распространение пельмени получили в России. А когда предложений много, что главное? Правильно. Главное не ошибиться с выбором. Сибирская коллекция — это премиальное качество и эксклюзивный набор рецептур. И да, мы читали ваши комментарии. Это не только Black Angus по 500 рублей за пачку, но и кое-что еще. Вот, например, настоящие классические пельмени с мраморной говядиной. Уникальные пельмени по таежному рецепту. Пельмени со специальным фаршем, приготовленным на питьевых сливках. Ну еще одна история. Мини-пельмени с низким содержанием соли, которые можно есть даже детям. В общем, бежим по ссылке в описании или в магазин, выбираем по вкусу и набиваем холодильник. И не забываем про главное. Как бы вкусно все это ни было, все в меру. Есть пельмени,
можно. Быть пельменем самому нельзя. Погнали дальше! Кто лучший в русской музыке прямо сейчас? Я. Кроме тебя. В русской музыке вообще или в рэп-музыке? Вообще. Для начала вообще. В принципе. Человек, который делает что-то со звуками, про которого можно сказать, это 100% заебись. Нейроман Феофан. Почему? Не знаю, у него охуенный музон, охуенный лайв, и там охуенный медведь танцует. Пиздец, просто. Тебе нравится драм-н-бейс? Не то чтобы, но то, что делает он, мне нравится. Кто лучше в русском рэпе? Ну, после меня, то... Сложный вопрос. Но мне на самом деле нравится Фараон, что делает. Мне кажется, это клево. Фараон красавчик. Привет, Глеб. Потому что Фараон, я считаю, стал первым артистом в этой стране, который именно изменил взгляд, начал менять взгляд на новую школу. То есть, типа, до него появился Яникс, который более-менее, так скажем, хайпанул, хотя я ненавижу это слово, нахуй, хайп. И, то есть, но именно когда появился Фараон, то открылась, так скажем, дверь для людей, которые хотят что-то делать и быть замеченными. В том числе и для меня. Я, типа, поэтому благодарен Янграше в какой-то степени за то, что как бы кто из них ко мне не относился. Это тусовка Фараона. Да. Как бы кто из них не относился ко мне, я знаю, что в какой-то мере они сделали какой-то фундамент. А как относятся к тебе они? Ну, хуесосят? Нет, как я наслышан, кто-то плохо, кто-то хорошо, но по именам я не знаю. Просто, типа, знаю, что кто-то так себе, кто-то нормально. Но с Фараоном у нас нормальные отношения, типа, мы более-менее поддерживаем связь даже. Глеб красавчик. Давай поговорим про твои треки. Когда я послушал более-менее все, ну, у меня была понятная реакция. У меня было ощущение, что меня изнасиловали в ухо. Как ты думаешь, проблема во мне или в треках? Мне кажется, никакой проблемы вообще в принципе нет. Просто типа, ну, у тебя свой вкус, у кого-то свой вкус, другой и так далее. Тебе не обязательно должна нравиться моя музыка. Она просто есть и все. Кому-то она нравится, кому-то не нравится, и это нормально. Почему должны быть какие-то проблемы в этом? Я понимаю то, что фраза «что хотел сказать автор» — это такая вот самая мерзкая хуйня из школьной программы. Я надеюсь, что когда-нибудь настанут времена, когда литературу не будут так преподавать с этой, ну, вот в таком разрезе. Но тем не менее, мне преподавали, и поэтому я литературно хотел бы разобрать несколько вещей из твоих нетленок. Ну, например, «я ебал жену Обамы, мне сосала дочка Трампа». Что ты хотел сказать этим? Я хотел сказать, что Россия — это самая лучшая страна на земле, у нас все охуенно, а наши конкуренты, они все идут нахуй, в принципе, как... Это сравнение было меня и других рэперов, так скажем, в этом треке. Сравнение России, Запада и меня и других рэперов. Мог бы ты зачитать такое про русского политика? Ну, мог бы, только зачем? У нас все хорошо. Нет, я не. У нас все хорошо? Да, конечно, у нас все классно. В Уфе когда ты был последний раз? Месяца 3 назад. И как там, все хорошо? Охуенно. Серьезно? Все, Среднюю зарплату в Уфе? Деревья цветут. Среднюю зарплату в Уфе знаешь? Да, конечно. И какая она? 1020. Так, и это хорошо? Конечно, нет, я же с сарказмом говорю. Так почему бы не зачитал про русского политика? Страшно? А что бояться-то, что мне сделают? Закроют в тюрьму? Или что? Да. Просто как бы мне не пришла такая мысль в голову, если придет, то зачитаю. Окей, еще. «Я трахнул суку без гондона». Это лирический герой или это вот некий отрывок из прошлого, который оказался тебе важен в песне? Я до сих пор не умею пользоваться презервативами. Как? Хуй знает. Это не прикольно. Ага. Я правильно понимаю, что после эфира ты едешь к венерологу? Нет, я уже съездил. Так, и как? Ну, я чист пока что. Пока что. Ты серьезно трахаешься без презервативов? Ну да, но я на самом деле умею ими пользоваться, но это такое, ну, хз. У тебя очень много в треках про трахать мам. Да. Прям очень много. Да. Самая взрослая женщина, которая у тебя когда-либо была? 36. 30. Тебе при этом было 19-20? Мне было 19. 19. Как это? Да как, да проститутки и все.
Просто, знаешь, смешно было, в чем прикол, типа, когда ты разговариваешь с проституткой, то она обычно в таком возрасте говорит, типа, вот, у меня 2 сына и все такое, от этого все и идет, бро. Это смешно. Это смешно или это заводит? Это и так, и так. Это настолько смешно, что аж заводит. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Много раз рассказываешь, что вот у меня там наркотики были и все остальное. А когда? Когда ты успел? Когда про «Мне похуй» читал. Так, ну то есть это... Таблетки я жрал. Только таблетки? Экстази, да. Мне этого хватило, чтобы понять, что на себе, что химическая наркота хуета полная. Так, кокос. Не-не-не, нахуй надо. Только экстази. Как ты попробовал впервые? Впервые. Да, я просто приезжал в Москву, и ребята, короче, дали мне просто, типа, полтаблы. И я к этому относился так, что, типа, я вырос на трэпе, я к этому относился так, что, типа, это все просто полная хуйня, и, типа, если, блядь, негры говорят, что жрут, значит, все нормально, типа. Но на самом деле я просто понял по итогу, что это не для меня и все такое. Ну и стал чуть-чуть помнить. сколько ты ел? То есть ты регулярно их ел или это прям... Ну, более или менее регулярно, но это было где-то в течение полугода, может, но мне, блядь, очень хорошо хватило, нахуй, в пизду. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я правильно понимаю, что твой девиз «Эшкере спижен»? Во-первых, не Эшкере, а Эшкере. Пожалуйста, люди, говорите Эшкере. 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 Прошу пардона. Так. Да, он спизжен, позаимствован немного, так сказать, из Запада еще с 2013-2012 годов, откуда спиздил и Lil Pump, с которого, как говорится, спиздил якобы я. Это есть такая сцена в Чикаго, называется дрилл, там читают в основном, это как трэп, только если трэп ориентирован на наркотиках, то дрилл именно ориентирован на убийствах, ограблениях в таком криминале. Там была фраза, которую говорил один чувак, Lil J, потом после нее говорил другой исполнитель Chief Keef, и они говорили let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, а потом это все переросло в шкере, 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 теперь шкере, и все. Не мог, извините, дорогие зрители, я в телевизоре. Так вот, шкере это же let's get it, это кто-то давно уже говорил let's get it, это просто слово. Все общее, все коммунальная Да, квартира. конечно. Я вообще считаю, что нельзя ничего ни у кого спиздить, потому что, блядь, все уже давно сделано. Нахуй. Окей, твоя ролевая модель это Lil Pump, я правильно понимаю? Нет. Почему ты так на него похож? Чем? Нет, типа просто дело в том, это, как знаешь, мы просто под влиянием одних и тех же людей. Тот же самый Chief Keef оказал на него и на меня влияние, и поэтому мы так похожи, мы под влиянием одних и тех же людей находимся в целом. Окей, бит на «Я ранее Запад». Да. Спижен. Нет, куплен в аренду. Куплен в аренду на саундклике. В Ютубе. В Ютубе? Да. Так, почему тогда у рэпера Lil Heady Так. абсолютно такой же бит? И почему он специально зарегистрировался в Контосе для того, чтобы сказать «Фейс у меня подрезал бит»? В Контосе он зарегистрировался специально для того, чтобы хоть где-то он кому-то стал нужен. Просто мои хейтеры, школьники, ебанутые всякие и так далее и тому подобное, которые меня не любят, то они, типа, им лишь бы дай повод кому-нибудь сказать, ты красавчик, если он против Фейса. Но это нормально. Поэтому он это понимает, и он нахуй никому не нужен, поэтому он сделал это так, типа, чтобы просто развеселить хоть немного свою скудную жизнь. И, так скажем, насчет бита, это нормальная практика. То есть я взял в аренду, и он взял в аренду. Почему ты не купил? Полностью? Да. А зачем мне это надо? Нахуй мне это надо? Ну, типа, это хит, понимаешь? который тебя кормит Нет, сейчас, нет. с которым ты ездишь по стране. Ну да, но типа, а смысл мне тратить на это больше денег, когда я могу потратить на это меньше денег? Так Зачем? там разница в пару сотен Но я баксов. знаю, но просто зачем? Просто зачем мне этот бит Все, он эксклюзивом? твой, эксклюзивно. И Ну, ни один понимаешь, Lil Heady не понимаешь, сможет тебя нет, обвинить в том, понимаешь, что ты спиздил. от этого трек бы... У него-то вышел трек раньше, хоть я его и не слышал до момента выхода своего. Просто, типа, он бы такую же тему гнал, просто, блядь, никто, понимаешь, никто и не знает, и не пытается разобраться в том, полные права у меня на биты, лизинг это аренда или что. Им главное, блядь, вот у чувака такой же бит, и ты спиздил. А, например, у Баби Шмёрда был хит «Хат Нига», у которого почти по-моему, 500 000 уже просмотров. И этот бит, блядь, был использован до него Ллойд Бэнксом, и после него кто только не делал, и всем похуй на самом деле. Типа, люди просто не разбираются в музыке, в рэпе, как это все происходит, как покупаются биты и что вообще с этим делается. Поэтому, если они слышат два трека на одинаковые биты, они думают, что кто-то у кого-то спиздил. На самом деле никто ничего никого не пиздил. Вот и все. То есть ты готов, чтобы и он по миру ездил с этим битом, и ты? Да, только он не будет нигде ездить, потому что он нахуй никому не нужен. Вот и все.
А как переводится фейс? Лицо или рожа? Лицо. А почему так? Потому что лицо молодежи. То есть ты изначально придумал псевдоним и понимал, что ты уже будешь лицом молодежи? Нет, я только недавно понял. А, интерпретировал после. Да. А в первых клипах ты без татух на лице. Как тебе моча ударила в голову, чтобы ты набил эти татухи? Покажи их, если сняв очки. Шкери бой. Да, на самом деле, короче, просто я всегда хотел сделать татухи себе на лице, и когда я понял, что я реально созрел, то все. Ну, как-то мне было лень просто, на самом деле. И когда я понял, что мне не лень, и можно сделать, то я сходил сделал. Почему ненависть? Ну, тут же не только ненависть, или где она, с какой стороны? Слева нет. Да. Hate love, да? Типа Я инь-янь. просто не помню, мне похуй. Но типа, потому что я считаю, что ненависть и любовь — это, так скажем, одни из двух таких самых важных составляющих вообще в жизни. Потому что вокруг всегда ненависть, любовь, мы всегда чувствуем и то, и другое, когда как. А numb в каком значении? Потому Или что это я- вообще просто привет группе Linkin Park? Ну, это отчасти привет группе Linkin Park, но я это в первую очередь набил, потому что я сам себя чувствовал всегда намп всю свою жизнь до недавних времен. И в плане, так скажем, отношений я никогда не чувствовал ничего, я просто делал вид. И в плане любой другой хуйни, типа, я никогда не обламывался делать какую-то хуйню, уебать кого-нибудь или еще что-нибудь. Типа, мне было похуй на все, мне было похуй на себя, на других, на все. А вот здесь больно? Да, пиздец. Ну, то есть, насколько больно? Ты там сдерживал крик, тебе... Не так. Я бился бейсболом, то есть это типа мазь, которую мажут сюда и потом хуярят. Поверх нее? Да, и типа это больно, ну, примерно так, что ты просто это еще типа тут же железы и глаза слезятся, типа. И когда я открыл глаза, у меня такие чисто слезки, знаешь. Бью и плачу. Да, пиздец вообще. Юрий будет дуть будет Юрий. Ты говорил, что на первой работе получал 16 тысяч рублей в месяц. Что это была за работа? А я за нее ничего не получил. Я типа, это я мог получить. Я, когда закончил школу, пришел, получается, решил типа, так, сейчас я вот начал какой-то рэп делать, но мне надо на что-то жить. Барыжить или еще что-то я не хочу, нахуй надо. Заниматься всяким криминалом больше я тоже не хочу, нахуй надо. Я просто решил, надо пойти поработать. Может быть, это мое. Но нет, нихуя не мое. Я, короче, пришел в гостиницу, которая была недалеко от меня. В Уфе? Да, в Уфе. То есть я, короче, устроился туда помощником администратора, даже не администратором, и, типа, отработал один день. И когда я сказал, типа, а что по деньгам? Я говорю, типа, как там вообще, 16 тысяч? Они говорят, да. Я говорю, как, типа, 8 тысяч через 2 недели, еще 8 тысяч потом? Они говорят, не, нихуя, ты должен месяц отработать, и потом мы еще решим, подходишь ли ты на эту должность или нет. И тогда я сказал, да нахуй пошли вы в пизду, в рот вас ебал, и ушел домой спать, и все. Поэтому я нигде не работал и ничего не получал за это. У тебя есть высшее образование? Нет. То есть ты после школы сразу пошел в водоворот рэпчика? Да. Тебе не хватает этого? Нет, мне нахуй не надо вообще высшее образование, я считаю. Если понадобится, я его получу, как нечего делать потом. И как и для корки смогу, как и просто, типа, ну, если сам захочу реально что-то узнать. Ну, просто как бы, типа, я считаю, что, чтобы добиться действительно успеха в чем-то, надо сфокусироваться на этом деле и не распыляться на другую хуйню. Если ты будешь работать и учиться, и все делать основательно при этом, ты вряд ли у тебя что-то получится, ну, как бы, работа, учеба и еще творчество, блядь, да хуй там, вряд ли. Это, не знаю, надо кем быть с человеком. Как ты откосил от армии? Никак. Привет, военкомат. Я не хочу, я не иду в армию, и все, нахуй надо. Просто, типа, меня никто не ищет, и я никого не ищу. И нам всем заебись, все хорошо, военников у меня нет, и нормально. Все заебись, ищите меня дальше. Тебя ждет интересная осень. Я слышал то, что ты, гастролируя, работаешь не за гонорар, а за процент. То есть у тебя есть некая фиксированная... Когда как? Если со своим букингом, за процент, потому что я им полностью доверяю. Если не со своим, то за гонорар. Ага. По моей информации, Москва приносит тебе что-то в районе 2 миллионов за концерт, регионы около 300 тысяч.
Ой, что-то какая-то огромная информация. Но это может за... полная йота принесет полная йота. Это сейчас, да, до этого по последним данным нет. Сейчас регионы мне приносят, да, где-то 250, типа, ну, такие самые слабенькие регионы. А на процентах я могу зарабатывать где-то больше, где-то поменьше. Ну, Москва, столицы мне заебись принесут по деньгам, да. Когда у тебя проснулась страсть к дорогим шмоткам? С самого детства я же вырос на трэпе. Какая бы это тупая музыка не была, я вырос на этой музыке, и я всегда такой был Гуччи Луи, Гуччи Гэнг, все такое. Типа... Где ты их брал? Гуччи... У меня не было никогда их. У меня они появились только когда я сам на них заработал. До этого я ходил в одежде секонд-хенда и просто мечтал об этом, и все. То есть ты в секонд приходил и брал вот что-то поношенное брендовое? Нет, даже не брендовую, а всякую хуйню кажуальную, которую мы тогда носили с пацанами, и потому что это был самый оптимальный вариант, всякие Ральф Лорен и прочее так подобное. Типа около футбола все такое? Да, я же был в этой хуйне. Ты был в этой хуйне. Да. Что именно ты в этой хуйне делал? Вот смотри, глядя на тебя сейчас, ты много рассказываешь про то, что типа вот, там, у тебя есть песня про, я так понимаю, уличную группировку, уфимскую. Да, про все вот это. Ты только что произнес фразу, что больше криминалом заниматься не хотелось. При всем респекте, но вот глядя на тебя сейчас, с трудом можно представить, что ты реально занимался, там, пиздил людей и все остальное. Да, я знаю, и это моя главная фишка, в том плане, что это обезоруживает людей, когда им бью поебало, они такие, о, типа, ты знаешь, у меня есть строчка такая в треке, я выгляжу как девка, потому я их ебу, а пацаны охуевают, когда бью их по еблу. То есть, типа, это было о том, что я выгляжу как девка, и поэтому я нравлюсь телкам, и поэтому я их ебал, и, типа, многие телки, у них есть такая хуйня, что они ведутся, так скажем, на какую-то женственность и так далее. Но, с другой стороны, когда дело доходило до каких-то рамсов, то я пиздил чуваков, и они такие, оу, типа, да как так, это же Фейс, в интернете сказали, что он хуесос, типа, и все такое, это пиздец как смешно. Ну, на самом деле, да, я сам знаю, что я выгляжу странно, я странный человек, и, типа, это немного не сходится все, но это так, как оно есть, как было, и мне нет смысла врать. Когда ты последний раз пиздился? Ну вот, недавно на концерте, летом, да. Что ты мне показываешь? Что ты мне показываешь? С какого хуя ты так делаешь? Нахуй ты так делаешь? А? Зачем? Что ты? Отпизди его! Что это за ситуация? Да, блядь, какой-то долбоеб набухался, типа, я не могу сказать, что он малолетний, типа, ну, просто в 17 лет, я считаю, уже человек может отвечать за свои дела, поступки какие-то, ему 17 лет этому челу, ну, типа, молодой какой-то чувак. Но я просто в 17 лет пизды огребал в ситуациях некоторых просто пиздец, как и от мужиков, не таких, как я, где, блядь, с такой ручкой, типа, от взрослых, блядь, мужиков, которым по 30 лет. За что? Он зиговал? Не, он показывал мне фак, и типа я просто, ну, у меня склинило башку, потому что у меня просто и так очень тяжело живется, и как в некоторых ситуациях у меня просто не выдерживают нервы, блядь. И я ему просто начал говорить, нахуй ты так делаешь, а он все, блядь, уперся со своим ебалом и показывает мне фак, нахуй. И я просто говорю, блядь, ну ладно, окей. И я просто в прыжке уебал его микрофоном, потом еще раз, и все, и он больше уже ничего не захотел. Со стороны выглядело довольно брутально. Что с ним произошло? У него вырубился. Из башки такой фонтанчик чуть-чуть. Ну, типа, кровь пошла, вся хуйня. Я на самом деле пиздец испугался, потому что я давно уже дал себе, так скажем, некий такой наказ, приказ, что я не буду стараться не причинять боль, особенно физическую, людям, потому что я слишком много всякого дерьма и так уже сделал, и мне от этого самого хуёво. И поэтому я очень испугался за него, на самом деле, то, что с ним будет что-то не так с его здоровьем и так далее. И я быстро, на самом деле, остыл и проконтролировал, чтобы все было хорошо. Чем закончилось? Да, закончилось тем, что я вывел его на сцену, он передо мной извинился, и я сказал, что у нас все заебись, типа, и тоже перед ним извинился, потому что мне стыдно, несмотря ни на что, на все то, что я его уебал. А город? Череповец. Череповец. Как в песне Кровосток. Gang in this bitch. Череповец, скажи, череп, скольких овец? Русский север. Yeah. Когда я сделал достаточно дерьма в жизни, ты только что сказал. Самое большое дерьмо, которое ты делал вот на почве пизделок и всего остального? Я один раз в Уфе чувака уебал ножом в область, так скажем, между ногой и жопой, и мне после этого было как-то вообще ебано. Но я чувствовал себя то, что я хуёвый чел.
Ага. За что ты это сделал? Ну, доебался до меня. Откуда у тебя был нож? Ну, я всегда с собой носил нож, и сейчас ношу. Правда, мне пришлось его в аэропорту выкинуть. Ты говорил, мне жаль, что ни Гуччи, ни Рубчинский никак не отреагировали на то, что мы их рекламируем. Почему тебе должно быть жаль? Ну, как бы, Блядь, типа... если ты рок-звезда, то тебе должно быть реально похер на, Да не, на их братан, в реакцию. конечном итоге мне, конечно, похуй на это, но, типа, это не то чтобы жаль. Жаль — это скорее неправильное слово. Может быть, я так сказал и сделал неправильно, может, это так написали где-то в интервью не совсем правильно. Я скорее просто, типа, немножко удивленный, немножко поражен, но совсем немножко. Потому что, типа, ну, я просто привык, как бы, то, что нормальные бренды всегда дают какой-то фидбэк людям и даже сами проявляют какую-то инициативу. И я считаю, что я достаточно неплохой вклад сделал в то, чтобы одеть всех школьников Гоши Рубчинского и потом одеть всех школьников Гуччи. Откуда у школьников бабло на Гошу Рубчинского? На самом деле, 12 косарей за треники с лампасами. Дружище. понимаешь, как это работает, бро? Они покупают толпой фейковые, и люди, у которых есть деньги, идут и покупают не фейковые. Вот так это и работает. И с Гуччи такая же история, реально. Типа, и либо они копят, но они покупают потом. Есть такие люди. Я и был эмо, и пиздил эмо, говорил ты. Давай и про то, и про другое. Во-первых, сколько ты был эмо, что ты слушал, какую группу? Ну так, типа, знаешь... Мое! Может, полгодика, но я был любителем всего примитивного, потому что я был довольно маленький и любил мейнстрим. Типа, знаешь, Аматори, Токио Хотел и так далее, Стигматы. Ну, все такое. Сентябрь сгорел, там вся хуйня. Любил всякие такие. Когда кажется, что ничего страшнее русского рэпа не бывает, всегда всплывает еще более страшное название. Так. Ну, а когда пиздил эмо, это было в чем, как интересно, что интересно, это было до этого. Ну, тогда я слушал трек, где пели эмо, пидорская челка, эмо, ты похож на телку. Чей это трек? Хуй его знает, не помню. Ну, короче, да, было дело и то, и другое. Я считаю, что это нормально. Это, так скажем, некая школа жизни в России. Вот, типа, школа настоящая, где учатся учебники, книжки и прочее, это хуйня. Вот это реальная школа, когда ребенок ищет себя, когда нет человека, который его направит в нужное русло советом или чем-то, и он ищет себя. То он эмо, то он гот, то он против них, то он правый, то он левый, то нацист, то антифашист, то еще кто-то, то он бандит, то он не бандит, то он волосатый, то он лысый, и по итогу он как-то к чему-то приходит, ну, либо нет, и занимается тем, чем занимаются все. Работает за 20-ку и ебет свою жену и орет на детей. Ну, блядь, каждому свое. Желаю всем найти себя. Юрий будет дуть будет Юрий. Ты земляк Земфира. Да, люблю Земфиру. Молодец. Ты любишь ее? Да, она молодец. Очень крутая, пиздец. Что тебе нравится? Да, блядь, все, она охуенная вообще артист. И, я думаю, человек она тоже неплохой. Вы не знакомы? Нет, к сожалению. Ты хотел бы? Я хотел бы, очень хотел бы. Как ты думаешь, она бы тебя встретила? Не знаю, мне кажется, типа, если бы она вообще знала, кто я такой, то, наверное, довольно холодно. Ну, хотя, знаешь, мои песни, которые лирические, они некоторые там, один трек точно есть, который прям похож чем-то на земфировский вайб такой, проигрышами всякими и так далее и тому подобное. Есть некое влияние, даже иногда прослеживается от нее на меня. Но все-таки мы с одного города, и она легенда моего города, как и я. А у тебя есть башкирская кровь? Нет, я 100% Ты русский. русский, Если вырос- вообще можно так утверждать, то я 100% русский. Если ты вот в этом образе сейчас появишься на центральной улице Уфы или не на центральной, где-нибудь в тихом центре Уфы, будут ли у тебя проблемы? Проблемы только есть с тем, что все заебут меня фотографиями и вопросами, как дела, как было на Comedy Club и так далее. Так, Максимум. тебя не заебут тем, что не охуел ли ты так выглядишь? Нет, у меня хорошая... Я заебись стою на улицах Уфы, потому что у меня ремель банда, и мои пацаны носят боска и кидают с прогиба, и кидают на свай нахуй так же ловко, как и с прогиба. А они борцухи? Да. А ты занимался чем-нибудь? Боксом 2 года. Только 2 года? Да, 2 У тебя года нет боксом. ни КМС, ничего? Не, у меня нихуя нет. Но пиздиться я умею, и мне достаточно. Когда ты последний раз пиздился на улице? Давно. Слава богу, давно. Могу сказать слава богу, потому что я против насилия вообще. И везде говорю сейчас на концертах тоже то, что насилие — это хуета, потому что я знаю, что среди подростков это развито очень сильно. Я знаю, как мы это делали. Мы просто шли и пиздили все, что движется, и нам было похуй. Мы забирали все, что есть, блядь, у тех, кто дышит вообще. И это неправильно, на самом деле, если рассуждать умом, и это никуда хорошему не приводит. Поэтому, типа, я, слава богу, пиздился последний раз года
1.5 назад. Так. Вот так, что прям... А типа, что произошло? Да ничего, как обычно, все мои пизделовки, они всегда обычно проходят так, что я просто, блядь, у меня крышу отключает, нахуй, я быстро-быстро-быстро захуяриваю, и чувак лежит, а я сверху и пизжу. И все. Ну, как бы ты всегда побеждал. Да, меня только один раз жестко отпиздили, но это было, мне было 16 или 17 лет, было 2 мужика, они были здоровые, пиздец, и я не вывез. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В своем творчестве ты всех девушек называешь суками. Почему? Не всех, моя девушка самая лучшая. Ну, Марьяну Ро ты называешь сукой? Нет, конечно, она самая лучшая. Так, а... Ну, остальные, суки, да, нахуй все, gang in this bitch. Ну, кроме бабушек, дедушек, моих. Объясни Мама, мне этимологию. То есть почему? Почему? Да просто это рэперская хуйня тупая. Я вообще, на самом деле, к женщинам очень хорошо отношусь, считаю, что они все лапочки и кисоньки. Ну, конечно, моя самая лучшая. Но все же, они все молодцы, и вообще я люблю женщин. А в чем прикол, да, в чем прикол, ну, на общей фене разговаривать? Разве не пишешь? Нет, просто понимаешь, По-новому есть различия, бро, между женщиной и сукой, между женщиной и шлюхой. Типа, девочки есть хорошие, девушки молодцы, а есть, типа, реально люди, которые ради денег пытаются что-то Вот как, от смотри, тебя как мне сделать. отличить девушку от суки? Ну, сразу ты никак не Ну, вообще не, отличишь. вообще не. А так, Подскажи, ну, научи. для меня, понятное дело, когда просто тёлка... Вот и раньше я оказывался с всякими группис, допустим, на хатах после концертов в своих каких-то отелях и так далее. Они просто пытались мне что-то поиметь, там, развести на какие-то отношения после ебли, что-то там, типа фотографии, видео постоянные, все такое, разговоры про деньги, про то, что у меня есть, про то, что они хотят и так далее, тому подобное, разговоры про фолловеров, когда ты понимаешь, что она хочет выгоду от тебя, когда ты понимаешь, что она торгует своей Фактически пиздой. в Дудя с тобой снимали после на вписках. Вот. Да, Абсолютно о том же да, говорим, Gang in this bitch. И, короче, получается то, что ты понимаешь, то, что она от тебя что-то хочет извлечь. И, конечно, это сука, эта женщина торгует своей пиздой. А какая она, типа, лапочка-милашечка. А хуета. Сука, шлюха. Хоу. Бич. Бич. Твой рекорд по группис. Сколько их было максимально в одном месте? Ну, штук 8 было. Наверное, 8, 9, 10. То есть это один... Нет, подожди, не подряд, это один секс? Да. А, ты про еблю говоришь именно? Или про, типа, ты про одновременно? Я просто говорю про то, что когда есть на хате телки, ты их потихоньку ебешь как-то там, типа... То есть 8 за ночь? Не, 8 за ночь я не ебал 4. Ага. Так, а рекорд групповухи? 4. Как ты познакомился с Марьяной Ро? В интернете. В инстаграмчике? Ну, вообще, я начал проявлять внимание через Твиттер, но списались мы в инстаграмчике. Когда это было? Месяца 1.5 назад. То есть недавно? Да. После расставания с СВНГ? Да, конечно, блядь, это же давно Чем было. она тебе заинтересовала? Ну, не знаю, именно изначально она заинтересовала меня тем, что она красивая. И все, она мне понравилась так. Так, видосы я смотрел? Да, конечно. И как тебе? Охуенно. Это ты так говоришь, потому что она посмотрит, да? Нет. Зачем мне говорить это, потому что она посмотрит? Она знает, как я отношусь к ее видео. Зачем мне вообще об этом говорить на самом деле? Объясни тем, кто вот пытается понять видео Марьяны Ро, ну пытается вот изо всех сил, но не очень понимает. А зачем пытаться что-то понять, братан? Ты либо тебе это нравится, либо нет. И если не нравится, иди дальше. Если нравится, заебись, смотри. Ставь пальцы, подписывайся, если не подписана, и вся хуйня. Самое романтическое свидание, которое у вас было? Наверное, самый первый раз, когда я с ней поцеловался, это было на мероприятии одной движухи типа Юла, и рекламная, так я понимаю, и там было очень романтично, потому что я стоял с шампанским перед ней и такой: хуй ты от меня бегаешь, ёпта, ебать ты красивая, нахуй. Ну, короче, чисто включил Фимского Ромео. Так, и она оказалась Джульеттой? Конечно, бро. С Южно-Сахалинской? Да. Ты представляешь ее своей женой? Да, конечно, я уже представляю, как у нас ребеночек, котеночек, машина, дом и охуенно все, игрушки из киндера. Кто сейчас больше зарабатывает, ты или она? Конечно, она. В этом есть какая-то проблема для тебя? Нет, конечно, я вообще не слежу за ее деньгами и на свои даже особо внимания не обращаю. Ну, я Это к тому, вообще что это мешает, например, делать какие-то сюрпризы, на которые она скажет: «Вау! Ты самый лучший на свете!» Нет. Ну, я вообще любитель, как бы, не знаю,
просто ничего не планирую каких-то сюрпризов обычно и так далее и тому подобное. И стараюсь просто вообще, в принципе, в целом к жизни относиться не с материальной точки зрения. Я стараюсь относиться как-то к этому всему именно в плане чувств, эмоций и так далее. Поэтому вообще на самом деле, когда я к ней первый раз пришел, то я подарил ей как раз-таки игрушку из Киндера, маленького крокодильчика, и у него сейчас в Инстаграме почти 50 тысяч. Это наш первый ребенок. 50 тысяч фолловеров? Да, бро. Просто у Да. крокодила из киндер-сюрприза. Крокодильчик из Киндер-сюрприза, но это символ нашей любви, потому что... я Нет его более точной истории о духе времени, чем вот это. Да, понимаешь, Крокодильчик. это реально. Мы самая лучшая пара. Лицо молодежи — это я, Фейс, Gang in this bitch. Марьяна, я тебя люблю. Тебе 20. Что дальше? Дальше жизнь, счастье, деньги, любовь, охуенно все, машины. Почему через год о тебе не забудут? Потому что я человек, который представляет жизнь. И через свое творчество я передаю жизнь в целом, с разных сторон и разных ракурсов. С тупости и с умной стороны, со смеха и с грусти, слезы, не знаю, улыбки, все. Поэтому я живу, и люди, которые меня слушают, они живут вместе со мной. И чем дальше я буду проживать и буду рассказывать им свой опыт, тем дальше они тоже будут расти со мной в этом плане. Смотри, а ты не допускаешь, что вот эти 12-13-летние там девочки, которых так заводят сейчас, трахнул суку без гондона, ну просто через год они станут взрослее, и у них будет потребность другого музла? Братан, я тоже буду взрослее, у меня тоже будет потребность другого музла. Я развиваюсь в своей музыке в целом, более или менее, на самом-то деле. Ну, я это просто вижу, может, от этого не видит. И поэтому я сам тоже буду взрослеть потихоньку, и все будет клево у нас. Что тебе интересно сейчас? Что ты будешь делать из музла, как ты думаешь? Ну, то есть вот через год, что ты будешь, в какую сторону идти? Я Чем не ты будешь могу, я отличаться? не люблю загадывать, я не люблю планировать, потому что, мне кажется, планировать это для стариков. Я просто люблю жить, и все. Как будет, так будет. И все. Последний Думаю, музло, будет заебись. последний музло, от которого ты угорел как слушатель. Какой-то трек, альбом или что? Да. Или, может быть, новый артист, который вот, ты послушал и сказал, бля. Новый артист? Бля, ну не знаю, на самом деле, как-то так, если говорить про новое что-то, я не знаю. Я только недавно для себя открыл «Гражданскую оборону», вот, и это мне очень понравилось. Вообще, мой любимый артист русский Цой, и я очень люблю Король и Шут. Недавно еще открыл для себя «Гражданскую оборону». Я знал, что это что-то крутое, но никогда не притрагивался к этому, но вот недавно я прикоснулся, и мне очень понравилось. Чем тебе понравилось? Я всегда просто удивляюсь, когда нынешний молодняк, привыкший к совершенно другим звукам, аранжировкам и всему остальному, вдруг начинает любить... Ну, я другой, на самом деле, я не совсем как все. И взгляды мои на музыку тоже такие немного другие. Ну, объясни, чем тебя зацепило? Во-первых, это... в этом есть, так скажем, абсолютный панк, потому что это классика. Классика панка. Типа, вот эта вот хуйня, типа, пошли вы все нахуй. Ну, это, типа, понимаешь, я просто слушаю и думаю, нихуя, я так же думаю, пошли-ка вы все нахуй. И, типа, я думаю, бля, как круто. И при этом, несмотря на то, что он якобы делал простую хуйню, типа, пошли вы все нахуй, или там, мы уйдем из зоопарка, там, блядь, вся хуйня, в этом всем есть дохуя какого смысла, на самом деле. И чувак-то был гениальный, слушали его разные люди, и элита тоже некая, и прочее, там, подобное. Типа, он реально, типа, я просто себя чувствую так же. Я делаю много тупой хуйни, которую люди не понимают, через которую я хочу передать какой-то смысл некий, и при этом я знаю сам за себя то, что я, конечно, не могу назвать себя пиздец каким умным человеком, но я далеко не тупой на самом деле. И поэтому я прослеживаю это все и думаю, бля, круто. Чувак говорит, пошли вы все нахуй, и при этом никто даже не понял ничего, на самом деле там дохуя смысла. Юрий будет дуть будет Юрий. Пацаны из зала, в котором ты занимался боксом, вот сейчас, когда смотрят на твое музло, на тебя, на твой образ, что они думают? Как ты думаешь? Они Не знаю, респектуют и думают, некоторые, наверное, думают, типа, бля, пиздец. Я с ним в одной раздевалке. Да, ебать, типа, он это вообще хуесос, вся хуйня. Ну, типа, потому что люди не понимают просто многих вещей в этой стране, типа, как можно выглядеть не так, как все, как можно жить не так, как все, и, типа, как можно при этом еще быть успешным, они не понимают этого. Но я за это их не осуждаю, они просто выросли в таких условиях и так далее и тому подобное. Ну, некоторые ведутся, например, типа, знаешь, в целом все люди, которые меня знают, давно знали когда-то, общались со мной, они в целом все, я думаю, этим где-то дохвалились хотя бы один раз сейчас. Как ни странно, что бы они обо мне не думали. Юрий будет дуть будет Юрий. Это самый запрещенный прием, но я не могу, вот глядя на тебя, его не задать. Что твои родители думают, когда тебя видят в Ютубе или где-либо еще?
Иногда они думают, типа, вот, молодец, сынок, хорош, красавчик, поднялся. Иногда они думают, что, типа, ой, господи, что-то про тебя там плохо сказали. Они это воспринимают близко к сердцу, потому что для них, ну, как сказать, если мой батя, например, пойдет по улице, и какой-то чувак ему скажет, бля, нахуй, то мой батя его ёбнет. А я, например, могу сказать, да пошел ты нахуй, пойти дальше, потому что... Ну, блядь, если на каждого своего хейтера распыляться, то у меня просто не будет времени на жизнь. У меня будет, если каждому выезжать и бить ебало, кто в интернете про меня хуйню скажет, у меня не будет времени на жизнь. А для них это более или менее так, что кто-то про них... Ну, просто мои родственники, конечно, не привыкли к тому, что кто-то может хуесосить их, и потому что они не медийные личности, и они не знают этого, и они близко к сердцу принимают, когда видят, что где-то меня хуесосит, или там кто-то как-то попытался надо мной пошутить на Comedy Club, или еще что-то такое. Типа, все такое. Но на самом деле они тоже... молодцы в том плане, что мой батя, например, несмотря на то, каким бы он ни был жестким мужиком, он уже сам говорит, типа, мне, если ты идешь по улице и тебе говорят, пошел ты нахуй, то лучше просто улыбнись и скажи, и хуй с тобой, и иди дальше. А это твое влияние? Нет, это наоборот скорее уже. То есть мой батя сам до этого допер. Это круто. К поэзии твоей у них есть вопросы? Ну, батьку моему похуй, ему главное, чтобы у меня все было охуенно, чтобы я двигался, заебись. Он видит то, что в целом более-менее я расту, типа, во всех планах. Мама? Мама у меня очень сильно верующая, и она поэтому говорит мне, ну, какие 3 шестерки, сынок? И, Только 3 шестерки вызывают? в первую очередь ее, да, вот это вызывает. Ну и, конечно, и остальные тоже, но она знает, что с этим ничего не сделать. А бабушка мне звонит иногда, вот именно по маминой стороне бабушка, и говорит, Вань, удали трек вот этот, какой-нибудь, про тёлку. Я говорю, смысл? Она говорит, ну это же вообще никуда не годится. Я говорю, блядь, смысл? Я говорю, что я его выпустил, чтобы удалять? Она говорит, ладно, хуй с тобой. Через время звонит, говорит, удали вот этот трек какой-нибудь, про Обаму, но это куда годится? Я говорю, ну бля, ну не могу я ничего удалить, что ебанулась вообще в трек. Типа, бля, what the fuck. Нормальная семейная жизнь, семейная дискуссия про музыку. Супер. Юрий будет дуть будет Юрий. Блиц, я задаю вопрос коротко. Так. Ты отвечаешь не обязательно коротко. Так. 3 рэпера, которые лучше тебя. Русские или нет? Сначала русские, потом не русские. Русских таких нет. Это, блядь, без вопросов. Без вопросов. Не русские, конечно же, Chief Keef, Lil Wayne, Эйс Проки. Рома Желть или Ивангай? Что-то хуйня. Но, блядь, ну да. Уфа или Москва? Уфа, Ермилов банда, генгшит. Сколько сучек было в твоей жизни? От 100 до 150. Я перестал считать. Я перестал считать. А считал когда-то? Да, когда-то считал. И вот этот плейбой на сотку был. Но это было давно. Ты реально считал, сколько девчонок Да. ты трахнул? Да. И когда случилось, что ты набил татуху? Да, плейбой. Твой любимый блогер? Марьяна. Фараон, Кент или конкурент? Кент. Генгс Бич. Лучший музыкант в истории? Я. Кроме тебя. Цой. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Спасибо за то, что уронили Запад. Все. Сука, репетировал? Нет, базарю. Охуенно, да? Получилось хорошо, да, прям хорошо. Конкурс! Друзья, у нас традиционные ритуалы, не забываем, лайк, подписка, колокольчик и все остальное. Рассказать друзьям и родителям тоже, что вот такое бывает. Конкурс у нас сегодня очень простой. Во-первых, приз, скажи, пожалуйста, какой? Это Гуччи. А что там от Гуччи, я не скажу. Ты реально гонял в Гуччи это покупать? Да, для своих людей. Я люблю своих людей. У меня самая преданная и лучшая фан-база в мире. Друзья, конкурс очень простой. Ваня только что признал, что он спиздил свой слоган про Эшкере. Да, Я конечно, правильно Эшкере. говорю? Эшкере. Давайте придумаем новый слоган, новое слово, ёбкое, эффектное, хорошее, которое, возможно, Ване, по мере того, как он будет развиваться, хочется верить, что он будет развиваться, он мог употреблять. Самое классное, прикольное, смешное слово мы выберем и отправим вот это от Ивана. Спасибо тебе большое. И тебе. Юрий будет дуть будет Юрий. Как ты думаешь, после этого выпуска, когда я буду дочку отводить в школу,
все эти пацаны и девчонки, которые меня встречают, они меня будут больше уважать или наоборот говорить, бля, юрец? Да, конечно, будут больше уважать. Они уже смирились с тем, что я всех выебал, и они как-то так все, ребята уже осели немного и респектуют в целом мне. А объясни, вот чисто по фактам, почему фейс не зашквар? Да, потому что факт тут один. Все то, о чем я говорил, типа в том плане, что я это просто жизнь. Если вы считаете жизнь зашкваром, то хорошо, пусть будет так. Если нет, то пусть не будет так. Но я считаю, что жизнь — это просто жизнь, а она нейтральная, она не зашквар, и она не заебись. То есть я передаю через свое творчество жизнь, и в целом более или менее на самом деле мое творчество нейтрально. Именно в плане смысла. В плане вайба и так далее, понятное дело, что это охуенно на фоне остального, потому что все ебучий фейк, а у меня, типа, настоящие эмоции, это слышно через музыку, через биты слышно то, что идет, правда. Окей, ну подожди, ты хочешь сказать, что МС лучше тебя нет? Именно по Именно по технике читке, и так далее. читке, вот эта да, вся да, хуйня. техника. Да есть, конечно, типа, я не технарь далеко. Кто, но- например? Да Кто тот же лучше сам MC? Оксимирон даже. Да. Типа он ебашит именно в плане рэпа и так далее, тому подобное. Лучше, чем я, и типа молодец, я респектую за это, и он долго шел к своему успеху и работал дохуя. Я уважаю всех людей, которые долго ебашут ради чего-то и никогда не сдаются. Это круто. Но в целом я считаю, да, что я лучший рэпер вообще просто в целом по всей составляющей в этой стране уж точно.